Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить ароматную сдобную выпечку. Сдобная косичка, сверху покрытая сгущенным молоком. Друзья, отдельно хотела поблагодарить вас за то, что вы пишете приятные комментарии, приятные отзывы. Нам очень приятно. Спасибо, что подписываетесь и ставите лайки. А для нашего рецепта нам понадобятся такие ингредиенты: мука, сахар, яйца, дрожжи, соль, ванильный сахар, молоко, сливочное масло и сгущенное молоко. А подробный рецепт я напишу в описании под видео. Для начала нам понадобится мука. Я уже заранее просеяла. Мы отправляем в чашу миксера. Все будем замешивать в одной чаше. Сюда мы отправляем щепотку соли, дрожжи, немного вот так перемешаем. Дрожжи у меня проверенные, поэтому я сразу вот так с мукой перемешиваю. Сюда мы добавим молоко, теплое молоко обязательно, не холодное, не горячее, именно теплое, где-то градусов 38-40. Сахар. Сахар у меня здесь 4 столовые ложки. Ванильный сахар. Далее нам понадобятся яйца. Мы отделим одно яйцо. Нам понадобится желток сверху смазать, поэтому сразу оставляем один желток в отдельной пиалочке. И по одному разбиваем наши яйца. В случае, если вдруг попадется испорченное яйцо. Яйца у меня домашние, я поэтому взяла такое количество. А если у вас будут крупнее яйца, можно брать и одно яйцо тоже. Все, мы берем такую насадку и перемешиваем. Включаем сначала на минимальную скорость. Мы должны добиться однородной массы. Периодически останавливаем миксер и вот так вот с боков собираем муку, чтобы не было недомеса. И продолжаем взбивать. Посмотрите, какое у нас тесто получилось. Все ингредиенты смешались. И в самом конце нам надо будет добавить, у нас тут 30 грамм сливочного масла. Видите, оно должно быть мягкое. Нужно заранее достать. И отправляем в наше тесто. Ани, твикелес окнес? А Ани собралась на гимнастику. Скоро будет идти. И продолжаем дальше смешивать в течение где-то 10 минут. Мерси! Вот так. Все, 10 минут прошло. Мы хорошо взбили. Посмотрите, тесто такое тягучее. Сейчас мы будем перекладывать в другую миску. Сначала я руки смажу маслом, потом немного миску. Муки мы сюда больше добавлять не будем. Смотрите, тесто какое воздушное. Вот так вот. Возьмем так вот скребком. Сначала это сниму. Вот так скребком соберем тесто. Хочу показать, какой консистенции должно быть наше тесто.
она в руках аж расплывается. Вот так и должно быть. Видите, вот так вот. Перекладываем сюда. И теперь еще остальную часть. Так вот. Вот так со всех сторон обволакиваем маслом. Вот такое тесто. Приятное очень. И закрываем крышкой и оставляем в течение часа в какое-то теплое место. У нас дома тепло, поэтому я оставлю при комнатной температуре. Через час мы посмотрим. Прошло час, посмотрите, как поднялось наше тесто. Больше, чем даже 2 раза. Мы немного припыляем поверхность мукой. Будем обминать наш, смотрите. Такое воздушное тесто получилось. Будем обминать наше тесто и делить на 9 частей. Так. Тесто мягкое, воздушное, очень приятное к рукам. Вот так. Сначала делим на 3 части. Визуально я никогда не взвешиваю. Так на глаз. А потом эту каждую часть опять на 3 части. И у нас получится 9 колобков. Тесто немного липнет, потому что это же сдобное тесто. Так и должно быть. И вот этот. Сейчас мы тарелочку посыпем тоже мукой. И туда будем класть наши колобочки. Вот так вот собираем. Вот так. И так каждую часть. Вот так. Вот так у нас получилось. Мы теперь накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут. Вот так настоялись наши колобочки. Сейчас мы берем одну штучку и будем раскатывать в такой тоненький жгут. Для одной косички нам понадобится 3 жгута. Вот так вот скручиваем. Когда тесто хорошо настаивается, и работать с этим тестом очень удобно. Вот так скатываем. В тоненький-тоненький жгут. Вот у нас получилось вот так 3 жгута. Сейчас мы будем плести косичку. Вот соединили кончики. И вот так заплетаем. Аккуратненькую такую косичку. Вот так. И потом в конце вот эти вот кончики берем и под низ. Вот так, смотрите, как красиво получилось. Видите? Сейчас мы кладем на противень и будем заниматься остальными нашими косичками. Вот мы сформировали 3-ю косичку нашу. Вот такая красота у нас получилась.
накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут для расстойки. Вот так у нас получилось. Теперь нам надо смазать, помните наш желток, который мы оставляли? Вот такой желток. Мы добавляем сюда немного молока. Вот так вот. Смазываем наши косички желтком с молоком. И дадим 5 минут обсохнуть немного перед тем, как отправить в духовку. Наши косички отправляем в духовку, в заранее разогретую. Это очень важно. Будем выпекать при 180 градусов, режим вверх-вниз. Где-то 20 минут. Будем смотреть по золотистой корочке и средний уровень. Прошло уже 20 минут. Посмотрите, какая красота у нас получилась. И прямо горячими мы сейчас будем поливать сгущенным молоком. Щедро-щедро поливаем. Сгущенное молоко хорошо пропитается. И сдобная булочка будет еще мягче, еще вкуснее, еще ароматнее. Вот так вот щедро поливаем. И сейчас покажу. И потом вот так кисточкой хорошенько обмазываем. Вот и готовы наши косички. Они получились румяные, такие сдобные и красивые очень. Сейчас мы попробуем, какие они внутри. Посмотрите, тесто воздушное. Мягкое, посмотрите. Я хочу попробовать. Вот так вот отрываем. Такое мягкое тесто. Очень вкусное. Друзья, пробуйте по такому рецепту. Я думаю, вам очень понравится. Спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Впереди нас ждет много интересных домашних рецептов. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить.